Друзья, мы находимся в городе Днепр. Именно здесь строят яхты. Именно это вызывает удивление, что в Днепре строятся яхты Л-30. Сейчас посмотрим, как они производятся. Идея, задумали вы это, все, вы решились, приняли решение. Вот от этой задумки к реализации или к первопостроенной лодке сколько прошло времени? Просто от идеи до прототипа прошло 3,5 года. То есть ее только проектировали чуть меньше 2 лет, и потом первый корпус строили около чуть меньше года. Прототип был очень хороший, он очень удачно, мы его продали через год, его испытали. И нам хватило этих денег запустить дальше. По сути дела, мы на нем не заработали ничего, но он продался, потому что там достаточно хорошего все качества было. Серийность для вас — это сколько лодок в год? Нужно делать минимум 2 лодки в месяц. Тогда это становится реально серийным производством и имеет, скажем, нормальную рентабельность. Сколько лодок вы уже произвели в этом цеху? В этом цеху произвели на сегодняшний день 16 лодок. 16 лодок, и за какой период? Сколько Это этот за 2 проект? года. За 2 года, 16 лодок. То есть вам нужно увеличить темпы, 24 лодки в год, и Да. тогда это будет уже тот уровень, который говорит, Совершенно что верно. это системный бизнес. Давайте посмотрим, как этот бизнес организован с точки зрения технологий. Давайте. Идемте дальше. Прошу. Сейчас находимся на участке первичного изготовления корпуса. В данный момент происходит раскрытие формы и достаем готовое изделие с формы. Это корпус очередной лодки. Вот. Весит он 320 килограмм. На сегодняшний день вы можете убедиться на таком объеме в его легкости. И, соответственно, сделан по новой технологии. На сегодняшний день не просто заливается, там прокладывается сэндвич, который увеличивает ее плавучесть, вспененная пена. 2 миллиметра у нас с одной стороны и миллиметр внутри. Так, вот так вот это выглядит изнутри. Да, вы видите вспененный материал, который покрыт внутри тоже миллиметровым слоем стеклопластика. Вот подобный сэндвич, он дает, во-первых, хорошие конструктивные свойства и, соответственно, плавучесть. Вся прелесть это в легкости вот этого. Представьте, такой корпус всего 300 килограмм. Мне кажется, это фантастика. Так, вот у нас матрица, Может убрать, снять эту, нет? из которой делается палуба. Давайте вы нам продемонстрируете, на которой делается. На которой, правильно. Совершенно верно. Это оснастка, форма палубы. То есть обратная Данной сторона лодки. палубы. Совершенно верно, да. Которая позволяет изготавливать, пресс-форма, которая позволяет изготавливать на ней. Точно так же вы покрываете, заливаете и потом Да. кран Технология снимает. идентичная. Технология, да. Отдельно палуба, отдельно корпус. Как соединяете, чем соединяетесь и насколько прочно это соединение. Я думаю, это всех, кто Есть смотрит, специальные, это будет да, интересовать. есть специальные материалы, которые позволяют не просто склеить палубу и корпус, а и обеспечить герметичность, что немаловажно в использовании при каких-то особых погодных условиях, использовать в штормах и так далее. То есть есть специальные материалы, в основном это все импортные материалы. Л-30. Да. Я вижу, вы просто каждую деталь перебираете, изучаете, сейчас делаете замечания, рекламации, чтобы что-то было добавлено, устранено. Почему это так происходит? Много человеческого фактора. Тут никто так не отнесется, если мы хотим, так сказать, качественно сделать, и потому что вот эта яхта, например, будет продана в Германии. И там изначально предупредили, что будет очень жесткий контроль, и я знаю, как оно должно быть, и я отдаю все, чтобы показать все эти мелочи, тонкости, которые можно сделать в совершенстве, чтобы это все
было сделано. Может быть, я так перфекционист, но, честно говоря, мы вот именно наши яхты очень сильно отличаются вот этим качеством. В тех узлах, которые не видно, и обыватель даже вот снаружи, она вся будет блестеть. А заглянуть вот туда вниз, внутри, как там все именно выглядит, оно должно как-то выглядеть со всех ракурсов. Еще лет 5 назад я думал, как создать клубную хорошую яхту, которая удобная для гонок, удобная для круизов. Если вы видели, внутри там есть санузел, спальня в этой лодке, и при этом это все должно быть доступно в обслуживании, потому что мы знаем, сколько стоит обслуживание лодок. И когда я посмотрел на выставках мировых, тем более 30 лет профессионально занимался, я ездил по миру, видел, я не видел ни одной реально подходящей модели. Никогда бы в жизни мы бы этим не занимались, потому что это очень тяжело, не приносит особых денег, дай бог, чтобы выжить как-то. И когда увидел, что этого нет, я подумал, что если я не сделаю этот шаг, не начнем их строить, то я потом буду об этом очень сильно жалеть. И я искал долго дизайнеров, которые инженеры, это все расчеты сделают, все нашел. Это Проектанты, где дизайнеры, проектанты? Это главный европейские, проект- украинские? Нет, Европейские, да? У нас были украинские инженеры, которые помогали. Вот, например, идемте покажу киль вот этот, ну, грубо говоря. Это вот подводная часть яхты, которая к ней будет приклеена. Вот это вот киль, его делают в Харькове. Но чтобы вы понимали, у этого киля есть еще вот такой плавничок, будем так говорить, как крыло самолета. Вот он, да, получается? Да, я сейчас вам покажу. И вот видите, он меняет свой угол, то есть гидродинамический поток. Мы как крыло самолета на одном галсе мы в одну сторону поворачиваем, и до достаточно 7 градусов. Все. И подъемная сила этого киля увеличивается, дрейф уменьшается в яхты в разы. Называемый бульб, который является противовесом в яхте, для того, чтобы не перевернула лодку. Когда Вот. ветер давит, да, на паруса? Да, совершенно верно. Поэтому находится он на глубине примерно около 2 метров ниже лодки. Соответственно, создает определенный противовес, который рассчитан, который даже в сложных погодных условиях не даст лодке лечь на У бок. вас корпус выходит отсюда с килем, да? Правильно я понимаю? Совершенно верно. Это заготовка 800 килограмм свинца, который делается отливанием в форму и после покрывается также специальным пластиковой смолой, специальным покрытием. Сколько тогда весь корпус, если мы говорили с вами за корпус, за палубу и за киль, вот он общий вес изделия, вы можете примерно? Примерно 2 тонны, 200 200 тонн. в полном вооружении. В лодке очень удобно внутри находиться. Здесь есть все необходимое: и туалет, и умывальник, и душ, и 4 полноценных спальных места. Поэтому берут не только спортсмены, покупают эти лодки. Эти лодки также берут и семья, у которых, допустим, отец является яхтсменом, который понимает, как управлять лодкой. И не только для соревнований. Прогулки, разные мероприятия. Вот они выкатят корпус, я вам покажу. Вот представьте себе, вот это только днище, да? Сейчас ребята выкатят ее, я вам покажу. Представьте себе сделать из нее моторный катер. И я вам сейчас расскажу, как это можно использовать, это днище. То есть его можно переделать, да? Вы Не, имеете мы в виду? будем вот взять эту, у нас есть уже форма. Так. Вот на это днище, если сделать небольшую рубку и стекло, огромный кокпит, выдвижные подводные крылья и сделать катер с электромотором, ну, будет стоять небольшой генератор, то это получится тоже уникальный катер, который для отдыха, который можно на трейлере перевозить, в то же время он большой и очень скоростной, и за счет подводных крыльев на нем можно не тратить много энергии для передвижения. Вот сами габариты этой лодки, они уникальны тем, что они и в длину, ведь у нас по правилам в Европе длина транспортного средства не может быть длиннее 12 метров. Вот. Мы как раз именно вписываемся в этот размер, потому что трейлер все равно будет немножко длиннее, чем лодка. То есть мачта назад выходит. У нас получается трейлер длиной 11,8. Это вот та длина, которая необходима
У вас больше заказы этих яхт происходят именно со стороны спортсменов, кто увлекается парусным спортом, Нет. или все-таки круизеры? Кстати, больше круизеров. Круизеры. Как ни То есть странно, это да. рассматривают как Для меня круизный это вариант, не да? чисто, это не как спортивный болид. Это вот лодка. Ну, знаете, многие, кто занимается парусным спортом, всегда участвуют в любительских регатах. Вот. И вот эта форма, если здесь вот лобовое стекло, она немножко напоминает как Рива, знаете, модель катера, моторных катеров. И вот если поставить, у вас на столе каюта, огромный кокпит сзади и выдвижные подводные крылья, получится очень хорошая модель катера. Тоже, видите, мы сейчас внедрение сделали, оно серого цвета. Вот та белая, это серая. Вот уже как бы мелочь, но это первая серая лодка. Ну, очень приятный цвет. Она, да, сейчас тренд такой, Да, серый тренд с есть черным. серого. Знаете, Да, комбинация серый с черным. И вот у нее будет черная мачта, черные леерные стойки, черные паруса. И вот это серый цвет, он будет очень стильно смотреться. То есть итоговый продукт, Наполнение. Итоговый продукт он продается делается индивидуально под каждого. Кому? То есть у вас кому есть нужно. индивидуальный подход, исходя из того, Индивидуальный какие есть подход пожелания, либо только по опциям. Корпус все равно, так как оснастка остается одна и та же, все корпуса одинаковые. Весь смысл моделей, когда используется в соревнованиях ван-дизайн лодок, в том, что они все отличаются одна от другой не более чем на 10 килограмм. Потому что после изготовления каждая деталь взвешивается, заносится в журнал и учитывается. И это дает возможность в соревнованиях One Design, все лодки абсолютно одинаковые. Выигрывает только тот, кто имеет хорошее мастерство в управлении лодкой. Одни дилеры больше заказывают, другие меньше. С каждым из них ведутся определенные переговоры, на каких условиях, какие скидки они получают, но так, чтобы при этом бывает очень часто, когда дилер говорит: ой, я куплю, дайте мне скидку, он одну лодку купил и больше не может. И не может сам продавать, потому что это специфический продукт, его продать как бы можно в том случае, если ты профессионал в этой области. Просто так, ну, с улицы это тяжело. цена. Какая итоговая цена этой яхты? Продажная стоимость, когда ее продают в Европе, она в базовой комплектации стоит 73 тысячи. Евро. Да. Базовая комплектация. Базовая. Что такое базовая? Базовая комплектация, это, будем говорить, там корпус, мачта, веревки. Вот она может плавать, но при этом потом какие паруса, кстати, паруса производятся тоже в Украине, вот эти черные. То есть здесь мы делаем корпус, Да. вы сказали, Харьков это Киль, Плавники делают у вас, и Паруса паруса делает Украина, Херсон делает, Да. то есть у вас полностью Почти. замкнутый Да. здесь в Украине цикл. Что-то привозите из-за рубежа? Абсолютно все комплектующие. Все зарубежное. У нас даже, чтобы вы понимали, нержавейные детали, вот это вот, это сталь, только в Германии ее можно купить. Это сталь, нержавейка имеет много видов. Вариантов, видов. Да. Та, которая не ржавеет в соленой воде, это марка А4. Понимаете, если А2, она будет ржаветь в соленой воде. Каждый болтик должен быть сделан из той стали, которая не боится соленую воду. К сожалению, в Украине не производится такой стали. Алюминиевый, тут, если вы посмотрите, алюминий весь, который здесь задействован, это тоже МГ6 алюминий, который не боится морской воды. В Украине такого алюминия не делают. Это все, даже каждый болтик завозится, можно купить китайский, но тебя могут обмануть, там может быть другая марка стали. Стеклоткань, пенопласт, все из Европы, потому что у нас этого не производится. И это все входит в вашу цену, да, базовая Конечно, комплектация? да, это все входит. И Сверху потом какие-то опции, есть да. еще навигационное оборудование. Есть двигатель может быть разный стоять. Если так вот брать полный фарш, который вот уже больше уже некуда, интерьер разного качества, отделки может быть. То есть яхта получается порядка 150 тысяч. Это конечный покупатель платит, который покупает у дилера в Европе. Как выбор просто пал именно на этот размер? Есть в этом Этот какая-то размер, сакральная история? Для того, чтобы лодка должна быть максимально большая, но в то же время легкая в логистике. С этим размером яхту мы можем легко загрузить в стандартную фуру
Ее даже длина мачты вот ровно на 20 сантиметров короче, чем длина 40-футового контейнера. Эта лодка может войти в 40-футовый контейнер, в стандартную фуру. Ее можно вести за собой на автомобиле, на прицепе. Это трейлерная лодка, да, Конечно. насколько я понимаю? Ее ширина ровно 2,54, если вы померяете. То есть она специально для того, чтобы ее без разрешений можно было перевозить, без специальных разрешений. Таким образом, лодка легкая в логистике, если ее легко доставить отсюда в Америку или в Австралию, в стандартный контейнер намного дешевле, чем любой крупногабаритный, то есть в разы дешевле. По L30 планы это сделать международный класс. Что это такое? Это когда класс признан Международной Федерацией парусного спорта, в котором мы самостоятельно сможем проводить в этих яхтах, разыгрывать звание чемпиона Европы и звание чемпиона мира. Когда это произойдет, это очень сильно поможет маркетингу. У этой яхты всегда будет, это не только спортивная яхта, ее легко продать потом на вторичном рынке, у нее будет хорошая стоимость. И таким образом я вижу огромную перспективу этого класса. Помогло ли как-то ваше олимпийское прошлое, либо ваш статус президента Федерации парусного спорта Украины? То есть сыграло ли это ключевую роль? Или все-таки это там личный ваш задор? Вот как вы можете это сказать? Ключевую роль в чем? Ключевую роль в том, что этот проект удался. То, что L30 на сегодняшний день строится и продается. Олимпийское прошлое помогло. Статус главы Федерации парусного спорта, наоборот, только мешает. Потому что мне забирает время, и я не могу сфокусироваться на том, чем нужно полностью. Но за счет имиджа, конечно, любой медалист Олимпиады, у него открывается определенная зеленая улица, и сам имидж лодки, то, что ее создал человек, не просто дизайнер, потому что у нас очень много инженеров, которые могут что угодно создать, но чтобы добиться олимпийской медали, нужно тоже иметь огромный опыт в том деле, что ты делаешь. Просто так это никак получиться не может. Поэтому с учетом всего опыта, когда все понимают, что это в этой лодке все идеи, все наработки, которые были, и естественно, ничего подобного в мире сейчас не существует, и, конечно, это же помогает. Вот пришли дети, которые понятия не имеют в парусном спорте, они сразу же тянутся к штурвалу. Вот сюда можно посадить 8 детей, одного инструктора, и он их может сразу же 8 детей с ними походить. А если 2 инструктора, сразу 16 человек. В то время как ребенка, который пришел в яхт-клуб, в первый день посадить в оптимист и отпустить, к нему нужен персональный тренер рядом с ребенком. Иначе один тренер сразу с 8 детьми, новичками, он не справится даже в средний ветер, их всех раскидает, и они все там начнут бороться со стихией. А здесь инструктор, тренер может сразу 8 человек в течение пару часов показать им азы парусного спорта. Эта лодка как раз вот тоже для обучения подходит очень хорошо. И детско-юношеские команды в будущем, то есть никто же не запрещает на них устраивать соревнования. И я же еще, кроме Олимпиады, ходил в кругосветную регату Volvo Ocean Race, был участником. Я хочу сказать, вот опыт оттуда, с океанских гонок, очень сильно помог мне здесь. В дизайне этой лодки, да? В плане парусов, здесь же на этой яхте 8 парусов. На картинке мы видим 2, но вообще они могут меняться. Одновременно лодка бывает такое, что у нее сразу 4 паруса стоит. Разная комбинация парусов, какой ветер, при каком угле атаки к ветру ставить какой парус. Так вот, чтобы детей этому научить, это идеальная лодка для этого. Она не тяжелая в управлении, паруса сами по весу не тяжелые, 2 детей могут их переносить, потому что на огромных лодках там парус может весить 150 килограмм, там нужно несколько мужиков, чтобы его с одной стороны яхты на другую перенести. Здесь это как мини Volvo 65, такая яхта есть. Родион, вам спасибо за этот уникальный проект, за украинское кораблестроение, потому что вы являетесь неотъемлемым участником этого всего процесса развития в морской державе Украина. Вам огромное спасибо. Я думаю, что проект будет развиваться, уверен, и вам успехов в этом проекте. Еще есть маленькая мечта, вы же знаете, сейчас планируют на 2024 год Международная федерация включить дисциплину офшор Double Hand Mix. Это значит марафонская такая гонка, 4-дневная,
одна гонка, 4 дня, 3 ночи, мужчина, женщина, и сразу же идет там 12-15 команд одновременно. То есть у нас Так. есть небольшой шанс попасть в эту программу. Именно, Быть- именно L30 попасть Да, в эту программу. Да, чтобы быть в Олимпиаде, представлять вот эту дисциплину и как бы, чтобы на этих лодках стать олимпийским классом, грубо говоря. То есть мы имеем шанс, что лодки из Днепра и со всей Украины, да, Да. будут работать на Олимпиаде, будут Да. классом на Олимпиаде. Да, Это круто. есть шанс. Спасибо вам. Давайте поборемся за этот шанс. Постараемся.